Это второе занятие курса «Экономика домашней кондитерской». Кто не видел первую часть, ставим на паузу, ознакомливаемся, выполняем задание и возвращаемся. А с теми, кто знает, как правильно просчитать стоимость продуктов, мы будем говорить о цене работы домашнего кондитера. Меня зовут Петр Лисавкин, и здесь я рассказываю о том, как превратить домашнюю выпечку в реальный бизнес, способный обеспечить вас и вашу семью. Работа – важнейший пункт в образовании цены. Именно из-за стоимости работы от некоторых заказов лучше отказаться. Подробно об этом в другом ролике, ссылка в подсказке и описании. Так как же оценить работу? Начнем с того, что любая работа должна быть оплачена. Кто-то скажет: я делаю это для души. Ой, все равно она сидит в декрете, или что стоит там приготовить для семьи или на заказ. В процессе работы вы тратите время своей жизни. И не всегда на то, что вам безмерно нравится. Помыть посуду после работы, даже загрузить и разгрузить посудомойку – это время вашей жизни. Примите это и давайте считать. Методов расчета очень много, но мы сегодня воспользуемся таким, который я называю от минималки. Отталкиваться мы будем от минимальной заработной платы в вашей стране. На момент записи этого видео в России это 13 тысяч рублей, в Украине 6 тысяч гривен. Давайте посчитаем, в какую сумму государство оценивает час труда. Делим 13 тысяч на 22 рабочих дня на 8 часов в день. И получается, что примерно это 75 рублей за час работы. Или 35 гривен соответственно. Понятно, что зарабатывать нужно больше, но как отправная точка примем именно эту цифру. А теперь вам придется сделать проработку, а именно приготовить свой рецепт с контролем времени. И тут важно то, что мы берем только реальное рабочее время. Не учитываем выпекание, разморозку, остывание и так далее. Но прибавляем время на подготовку и уборку. Как легко понять, учитываем мы время или нет. Если вы не можете заняться чем-то еще, то время обязательно считается. Если можете прерваться, то это время не учитывается. Привожу пример. Нужно разморозить масло до комнатной температуры. Учитываем мы вытаскивание из морозилки, отрезание нужного куска, взвешивание и мытье тарелки с ножом. А вот само время разморозки не учитывается. Или, к примеру, варка сиропа, где вы контролируете густоту, учитывается целиком, а вот выпекание в духовке не учитывается. Допустим, вы потратили час рабочего времени, значит, к цене продуктов, которую мы посчитали в предыдущем занятии, нужно прибавить стоимость вашей работы. Подсчеты времени не нужно вести слишком дотошно и проверять прям до секунды. Мы обычно все округляем до получаса. То есть может быть полчаса, час, полтора и так далее. Записываем рабочее время отдельной строкой для каждого рецепта. Обязательно отмечайте рабочее время и все время приготовления. Это разные вещи, и нам это пригодится при расчете оптимизации. Для примера. Общее время приготовления капкейков 2,5 часа, а рабочее всего час. Откуда такая разница? Разморозка масла, выпекание, остывание бисквитной основы. И именно эти процессы съедают часть времени. Но при этом нам делать ничего не нужно, мы просто ждем. А про то, как свести ожидания до минимума, обязательно разберемся в ролике про оптимизацию. Это одна из следующих тем нашего курса. Все свои расчеты можно делать на листочке, но намного удобнее делать их в электронных таблицах. Благо они сейчас доступны с любого устройства. Расчет занимает всего несколько секунд и все изменения сразу пересчитываются. Работа с электронными таблицами вынесена в отдельный ролик. Научитесь один раз, не пожалеете. Задание этого урока – проработать один из своих рецептов и выяснить, сколько рабочего времени вы тратите на него. Если это ваш коронный рецепт, то вы по памяти сможете определить, сколько времени тратите, тем более при округлении до получаса. Если же вы впервые будете прорабатывать этот рецепт, то воспользуйтесь секундомером. А теперь проделайте то же самое, но не с минимальной зарплатой, а с той, которую вы хотели бы получать.
И посмотрите, как изменилась цена производства конкретного десерта. Учитывайте, что это еще не вся цена. Впереди у нас еще амортизация, расходы, затраты на рекламу, на развитие. Именно об этом мы поговорим в следующем занятии. Итак, третья часть будет посвящена именно этому.